Мультибокс. Думаю, многие люди слышали об этом. Но насколько много людей знает, что это такое на самом деле и как это работает? Мультибокс — это не какая-то отдельная программа, чит или бот. Давайте хотя бы разберем значение слова мультибокс. Во-первых, это два слова, соединенные воедино. Мульти и бокс. Мульти — это, как правило, начальная часть сложных слов, вносящее значение, указывающее на множественность или многократность каких-либо действий, обычно однородных действий, функций и тому подобному. Например, мультипликатор, мультимиллионер, мульти-мульти. Бокс — это же английское слово, в переводе звучит как просто коробка или прямоугольная параллелепипеда. Большинство приложений, которые вы открываете, так или иначе являются прямоугольными. Открыв любые приложения в несколько окон, вы их не просто открыли в несколько окон, вы автоматически считаетесь мультибоксером, как раз таки тем самым, которых называют еще недоброжелатели как сраный мультибоксер. Теперь я думаю, вы знаете, что такое мультибокс. Мультибокс долгое время не представлял из себя ничего плохого, и сама компания Blizzard дала возможность создания на одной учетной записи Battle.net несколько учетных записей в World of Warcraft. Потом, в дополнение Legion, компания Blizzard сделала вклад в то, из-за чего началось процветание так называемого движения мультибокс внутри World of Warcraft. А именно, компания Blizzard изменила систему собирательных ресурсов, таких как трава и руда. Они изменили ее так, что теперь ресурс пропадает только у вас, но для еще 9 человек тот или иной ресурс существует некоторое время. То бишь, ресурс могут собрать аж 10 человек. Вследствие чего стали появляться стаи друидов, которые занимаются сбором ресурсов. Для управления этими стаями использовался софт, который зеркализирует нажатие, но ни в коем случае не автоматизирует какие-либо действия, вследствие чего вы не нарушали пользовательского соглашения. И это было все вполне легально. Я не помню, когда точно в Легионе или все-таки в БФА Blizzard меняет систему лутинга мобов, вследствие чего появляется такая тема, как фарм группами 2 по 4. То есть мало того, что в вашей группе каждый человек имеет индивидуальный лут с моба, так и еще если фармить 2 по 4, в этих двух группах 8 человек имеют индивидуальный лут с каждого моба. На момент Легиона и БФА все еще было это дело законное. Компания Blizzard, видимо, даже не понимала, что мультибоксеров станет настолько много. В то же время становится очень много людей, которые злоупотребляют функционалом. И я стал замечать откровенных ботов, или кликеров, короче говоря, людей, которые автоматизируют данный процесс. Я понимал, как пользователь мультибокса, что это ненормально. И в конце 2020 года компания Blizzard запрещает софт, упрощающий функционал мультибокса. Но мультибокс все еще остается разрешенным. Повторюсь, запрещен софт, а именно софт для зеркализации нажатий. Он позволял зеркализировать из одного окна все действия хоть еще в 10. Абсолютно все действия. Даже курсор мыши. Софт для зеркализации нажатий запретили во многом из-за ботов. Эти люди автоматизировали процесс формы мобов в огромных количествах, имели очень и очень много золота с этого. Они попросту наживались на этом, причем самым корыстным путем. И самое что хреновое, со стороны люди, которые занимаются автоматизацией, и люди, которые жмут самостоятельно всю ротацию, они были, в принципе, очень схожи. То есть их было не отличить от слова совсем. Единственный способ, как можно было отличить автоматизатора или того же бота, можно было с помощью, опять-таки, чатика. Ты мог ему написать, и, возможно, он бы тебе ответил. Но, допустим, когда я что-то подфармливал, я очень редко смотрел в чат, потому что у меня есть большое количество окон, чат очень маленький, и если ты чат не вывесил на все окно, то, скорее всего, ты его и не заметишь. Либо же, если у тебя есть какие-то аддоны, которые оповещают о том, что к тебе кто-то написал, в таком случае, да, ты сможешь увидеть, и ты, возможно, ответишь. До запрета какого-либо софта люди встречали мультибоксеров в открытом мире. И эти люди делились на два лагеря. Кто-то знал, что такое мультибокс, что эти люди занимаются мультибоксом, и были еще люди, которые просто не знали, что такое мультибокс, и на этом все. Вы их могли проинформировать, тем самым они бы узнали, что такое мультибокс, это не запрещено, т.д. и т.п. Но еще в прошлом году началась непонятная неприязнь в рукомьюнити к любому виду фармеров. Фармите вы траву или руду, по логике некоторых людей, вы бот, и на вас нужно пожаловаться. Играете в несколько окон,
используя внутриигровую функцию следовать за персонажем, вы точно бот. А с чего все началось? Одноименный ютубер Орк-подкастер выпускает ролик, в котором употребляет постоянно слово бот. Показывает бегущего друида, говорит слово бот. Также употребляет фразу «если бот», то 90% это будет друид. Классная фраза, да? Когда данный блогер говорит о мультибоксерах, в первую очередь он не говорит, что это мультибоксеры. Он все еще имеет в виду, что это боты, показывая скрины простых мультибоксеров. Он говорит, что это боты. Люди, которые, возможно, пробуют для себя что-то новое, потратив заработанной кровью и потом миллионы голды на приобретение аккаунтов, он говорит, что все эти люди боты. Или как он назвал все это, хвостатые друиды. Забавно, да? Во многом из-за этого ролика люди, посмотревшие его, чуть ли не ополчились против друидов, особенно против мультибоксеров. И пофигу, что человек, который собирал этот материал, не знает много чего из того, что видит. Он просто чешет своим языком, дезинформирует людей, не называет это своими именами ровно до конца ролика, когда многие люди могли уже устать смотреть этот ролик и просто его закрыв. Либо эта информация уже не так интересна после того, как он 20 раз сказал слово бот, показав друида. Ничего не сказал про запрет именно зеркализации, очень много чесал языком там, где не надо, а в нужных моментах вместо того, чтобы узнать что да как, он просто стал говорить, что я не знаю. Тогда зачем вообще показывать мультибоксеров, говоря о ботах? То есть, получается, данный человек все обобщил, и люди, не особо знающие, просто схавали эту инфу. Точно так же он сказал и о том, что на официальном Вове нету читеров от слова совсем. Но как же он не прав? Читеров предостаточно. What the fuck, man? He's hacking, bro. Look at this. Where did it go? В правильных руках вы их никогда не заметите. Но иногда их все же замечают, но очень и очень редко. Зачастую именно боты, которые стоят очень много, в своем функционале имеют такую возможность, как взлом и обход защиты, вследствие чего им становится доступен, например, тот же флайхак, позволяющий летать, не используя флаймаунта. В чем суть-то? Мультибокс никак не запрещен. Если вы не используете каких-либо программ для зеркализации, автоматизации и какой-либо оптимизации, и не выглядите со стороны сомнительно, то вам не о чем беспокоиться. Правда, опять-таки, люди не особо умные могут вас репортить. Система Blizzard очень-очень криво работает, но ботов так или иначе они все-таки блокируют. А самые крутые боты на то и крутые, они зачастую не отличаются от обычных игроков. Они стоят много, их почти не отследить, разве что из-за огромного, прям гигантского количества репортов. Но опять-таки, в правильных руках подобные боты почти не блокируются. А вообще, если отталкиваться от логики орка, как спалить бота? Мол, бот бегает в стартовом шмоте 68-го айтем левела. Если вы сделали персонажа для фарма травы, вы очень таки, возможно, не будете его сильно хорошо одевать. Камон, зачем? Он бегает очень быстро, лутает и все. Естественно, если вы часто им фармите, этот персонаж прокачивается до 60 уровня. Также мне очень понравилась история о ботах, которые бегают толпой и лутают много травы. Вы вообще в своем уме? Ну, типа, если бы вы хотя бы проконсультировались с парочкой мультибоксеров, вы бы знали, что, в принципе, на мультибоксеров огромное количество репортов льется. А если это к тому же будут и боты, это же огромное вложение ресурсов. А эти боты, скорее всего, очень и очень быстро отлетят в бан. А люди, наверное, которые занимаются ботоводством, вообще тупые. Прям не могу. Им, наверное, заняться больше нечем, как отправлять большое количество ботов одной пачкой, чтобы их всех сразу репортили одновременно. Ой. И вообще задумайтесь, вот действительно, боты, которые бегают в инвизе, они в теории могут жить вечно, потому что что их, ну, естественно, их не репортят толком. А вот толпу, которая будет бегать в оленях или там гепардах, их будут очень быстро репортить, потому что что? Правильно, на старте очень много людей собирало траву. Но просто гигантское количество народа увязывалось за тобой. И это гигантское количество народа репортило тебе по КД. Логически просто подумайте, зачем это делать. А вообще глупому человеку ничего не мешает репортить всех подряд. Лишь бы этому человеку заранее нагадили в уши неверной инфой. И он будет отталкиваться от нее, творить всякую фигню и будет рад тому. Но не так давно Blizzard внесла корректировки в пользовательское соглашение. Как раз таки против тех людей, которые всех подряд репортят. Вследствие чего люди, которые репортят просто так и на постоянной основе, будут отлетать в бан. Если вы спросите почему, да все просто. Данное действие относится к
токсичному поведению, а Blizzard подобное поведение не одобряют. Конечно, если ролик орка-подкастера можно отнести к сомнительным роликам, он очень плохо собирал информацию, информация частично правдивая, частично нет. И даже так, данный ролик набрал 500 000 просмотров, люди наелись ложной инфы, кто-то верит, кто-то нет, кому-то вообще насрать, но тем не менее. В 2021 году, в мае месяце, Blizzard также внесли корректировки по поводу зеркализации игрового процесса. Теперь они запретили не только софт, и запретили вообще любую зеркализацию. А это значит что? То, как ваш игровой процесс выглядит со стороны, напрямую влияет на то, забанят вас или нет. Вы можете не использовать какой-либо софт, никакие механические приспособления, но тем не менее, то, как это может выглядеть со стороны, даже если вы дохрена рукастый и будете очень быстро альтабаться нажимать ротацию, все равно вы можете улететь таким образом в бан. А все потому, что у Близзардов нету системы, которая на самом деле бы проверяла, есть ли у вас какой-то софт запрещенный на компьютере, или его нет, маскируете вы его или нет. Они лишь предположительно делают свои выводы, тем самым блокируя вас. Если со стороны что-то выглядит подозрительно, и даже не найдя у вас на компьютере ничего запрещенного, Blizzard, как и любые другие игроки, такие: ха, бот. Потому что, вроде у Blizzard есть ресурсы, а получается, что они не умнее простых игроков, которых продезинформировали. Они смотрят на то, как это выглядит со стороны, и все. И вас всегда может заблокировать система. Причем вам не обязательно даже мультибоксить, народ. Например, для блокировки вам достаточно играть в БК, иметь прото-паладина и фармить за него в Стратхольм. Как, наверное, многие уже слышали или не слышали, недавно прошла блокировка паладинов. Именно паладинов, которые фармили Стратхольм в Burning Crusade. Там заблокировало несколько сотен или даже несколько тысяч паладинов, которые фармили гол в Стратхольме, потому что это было удобно делать за паладина. Там много нежити, а паладин, он как раз-таки класс, который очень прекрасно воюет против нежити. И тем самым эффективно фармит голд в Стратхольме. И что в итоге произошло? Все паладины, которые находились в Стратхольме продолжительное время, отлетали в блокировки, в полугодичные, в первомоментные. Им пришло оповещение о том, что они использовали читы, боты и так далее. Очень и очень весело. На апелляции всем паладинам однотипно отвечали, мол, мы все проверили, апелляция разжалованию не подлежит, т.д. и т.п. Но многим паладинам спустя там 3, 5, 7, 8, 10 апелляций удавалось добиться до вышестоящего руководства. Они уже как раз-таки начали проводить полноценное расследование, выявляли, что те паладины ничего не делали запрещенного, и их начали разбанивать. Но целая комьюнити обсуждала, что делать. И кому-то давали апелляции, кому-то не давали апелляции. Как по мне, вся эта ситуация вообще бредовая. Паладинами играть не запрещено. Фармить ими Стратхольм не запрещено. Но, как и с мультибоксом, вам могут дать бан. Лишь потому, что, возможно, там кто-то поставил ботов, и вас просто на похрен всех подряд блокируют. Такое возможно. Окей. Но почему не делают нормальных проверок? Не дают апелляций, лишь там спустя хренову тучу заявок. Возможно, кому-то вообще в принципе отказано в каких-либо апелляциях, и они теперь сидят полгода, в лучшем случае полгода в блокировке. Аналогичная тема и с мультибоксерами. И эта тема не запрещена, но если вам дали блокировку, вы просто собирали, возможно, траву альтабейс, каждую травинку собирали очень долго, очень муторно, но вас заблокировали. Вам могут очень долго давать апелляции. Вы можете также посмотреть видео мое по поводу моих блокировок. Оно будет в описании. Если вдруг вас интересует мультибокс, легальный мультибокс, все о том, как это устроено, как настроить, как управлять, какие макросы использовать, как не получать блокировки, вы обо всем этом можете узнать на моем бусте, перейдя по ссылке в описании под видео. Также там я планирую публиковать контент до выхода его на YouTube и эксклюзивный контент, который будет доступен только подписчикам бусти. А на этом все. Если данное видео оказалось вам полезно, просьба поставить лайк, подписаться на канал, вступайте в наше сообщество в Дискорде и Телеграме. И спасибо тем людям, которые поддерживают меня на бусти, Костолом и Фарах. Большое вам спасибо.